Слышишь, как за окном затихает Рига? Вечер опускается на город мягким синим покрывалом. Укрывайся потеплее, закрывай глазки. Сегодня мы отправимся в самое необычное путешествие. Нас ждет глубокий космос, но такой добрый и уютный. В тот тихий вечер Маринка и Данилка сидели на своем любимом подоконнике. Они вдруг заметили, что маленькие кактусята, их зеленые друзья, сегодня какие-то невеселые. Они опустили свои иголочки, словно маленькие солдатики, которые очень устали после долгого похода. Данилка печально вздохнул. Маринка, посмотри на них. Они совсем приуныли. Даже наш мудрый папа Колючка сегодня не такой, как всегда. Он выглядит каким-то тихим и задумчивым. Маринка погладила горшочек. Наверное, им не хватает солнышка. Но ведь сейчас вечер. Солнышко уже спряталось за крышей и ушло спать. Папа Колючка медленно повернулся к кактусятам. Его голос звучал тихо, как шуршание песка в горшочке. Не только в солнышке дело, мои дорогие. Давным-давно, когда я был еще совсем маленьким отростком, старый кактус-путешественник рассказал мне легенду о звездной пыли. Она падает с неба только тогда, когда на нем зажигается самая первая, самая смелая звезда. Маринка замерла. Звездная пыль? А какая она? Папа Колючка ответил с легкой улыбкой. Она пахнет ванилью и немного прохладой ночного неба. Если ее бережно присыпать на корешки, кактусы увидят самые цветные, самые сказочные сны, а на утро станут сильными. Герои переглянулись. Нельзя было оставлять друзей в беде. Нужно было спасать кактусят. Кактусята начали строить космический корабль. Использовали все, что было под рукой. Большую картонную коробку, мягкие подушки и яркие фонарики. Данилка с сосредоточенным видом рисовал панель управления. А Маринка нашла на кухне 2 блестящих дуршлага и превратила их в
самые настоящие космические шлемы. Так, капитан Маринка, торжественно сказал Данилка, шлем на месте? На месте, ответила, поправляя воображаемый ремешок, Марина. Штурвал из старой крышечки от кастрюли готов. Даня, запускай наш двигатель. Мур-мур. Данилка перешел на таинственный шепот. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! И в этот миг комната преобразилась. Люстра на потолке превратилась в яркое, теплое солнце, а темнота за окном в бескрайний мерцающий космос. Корабль мягко покачивался, будто плыл по волнам. «Ой, смотри!» – прошептала Маринка. «Мы пролетаем мимо большой медведицы. Кажется, она сегодня очень сонная. Видишь, как звезды в ее ковше мерцают? Так тихо, так спокойно». «Ага», — отозвался Данилка. «А вон там справа поезд астероидов, пушинок. Главное не чихнуть, а то все разлетится». Корабль плавно пошел на посадку. Он приземлился на огромное, мягкое серебристое облако. Это был теплый коврик прямо в центре подоконника. Из темноты показались два светящихся глаза. Это был лунный кот. Он зевнул очень медленно, очень широко и промурлыкал. Мрмяу. Кто это прилетел на мой серебряный луг так поздно? Вы ищете звездную пыль? Маринка поклонилась. Здравствуй, уважаемый кот. Нашим кактусятам очень нужно немного волшебства. Мы прилетели с самого подоконника. Лунный кот прищурился. Пыль просто так не дается. Ее собирают из добрых слов и тихих колыбелей. Расскажите мне, что самое доброе вы сегодня сделали? Данилка подумал. Я помог Маринке дотянуться до верхней полки за лейкой, чтобы полить цветы. Маринка добавила. А я поделилась с Даней самым вкусным яблоком. Кот довольно замурчал. Хорошие дела. Самые подходящие. Вот, держите
эту маленькую коробочку. Только открывайте осторожно, чтобы не расплескать сияние. Кактусята вернулись на подоконник. Они были такими аккуратными, такими бережными. Они приоткрыли коробочку и начали рассыпать пыль над кактусятами. Сияние было мягким, теплым и золотистым. Кактусята сразу начали светиться. Они глубоко вздохнули, прямо как люди, когда засыпают, и их колючки расправились. Папа Колючка прошептал: «Ну вот, теперь кактусята спят под звездным одеялом. Слышите, как они тихонько сопят?» Маринка, уже закрывая глаза, ответила: «Слышу. Они теперь точно вырастут большими и сильными». Данилка зевнул: «И мы тоже. Спокойной ночи, Папа Колючка». Папа Колючка улыбнулся: «Спокойной ночи, маленькие герои. Спите и вы, ребята, что слушали нас сейчас. Пусть вам приснятся самые добрые звезды. До встречи. Пока.